Очень у многих сейчас проблемы с самооценкой, я вас хочу успокоить. Вы не одни такие, потому что черт знает какое воспитание родителями, которые сами были травмированы. Конкуренция, сильный и быстро меняющийся мир. Как бы неудивительно, что самооценка падает, причем повально у всех. Ну хорошо, как повысить тогда самооценку? Что делать-то? Самое главное, нужно, вот прям сразу я вам вброшу одну штучку. Поднять самооценку, это не значит, что нужно убедить себя в собственной исключительности. Наоборот, это значит изменить способ оценки самого себя. Меня зовут Гоша, я практически психолог, поехали. Сначала разберемся, что такое самооценка на... Хватит пищать. Сначала разберемся, что такое самооценка на самом деле. Есть определенная ловушка. Значит, многие почему-то путают самооценку с уверенностью. Прикол в том, что это, принципиально разные вещи на самом деле. Уверенность относится к конкретному действию. Человек может, например, уверенно гонять на тачке, нарезать там круги, вот это дрифтовать. Он у меня на площади, знаете, как любят подрифтить. Но при этом чувствовать себя абсолютным неудачником. Или наоборот, там очень высоко себя оценивать, но бояться публичных выступлений. Самооценка, она отвечает не на вопрос, смогу ли я это сделать, а на вопрос, скажем так, какой я человек вне зависимости от результата. К сожалению, большинство людей воспринимают самооценку как показатель успешности. Закрепилось такое мнение, что высокая зарплата, хорошая должность, какая-то, может быть, красивая внешность, достижение, популярность, что-то автоматически делает человека уверенным в себе. На практике, на самом деле, вот эти все внешние какие-то достижения, внешние плюшки, они очень кратковременны. Если внутренняя оценка полностью зависит от обстоятельств, то любой какой-то косячок легкий, что-то не получилось, провал какой-то, или там что-то, это нормально, когда у человека что-то не получается. Периодически что-то получается, что-то не получается. Жизнь в целом волнообразная, представляете? Так вот, если вот это происходит, какая-то срыв какой-то, что-то такое, человек сразу же возвращается, если не в исходную позицию, но сильно проседает по самооценке. Если более концентрированно сказать, то человек начинает снова ощущать свою неполноценность. Что происходит в итоге? Человек начинает постоянно искать подтверждения какие-то своей полноценности, постоянно пытается поднять себе самооценку через какие-то внешние стимулы. Он ищет подтверждение своей ценности, но устойчивое удовлетворение, само собой, никогда не испытывает по итогу. Самооценка — это внутренняя система критериев. Если она зависит от похвалы, лайков там или статуса, кстати, будьте добры, поставьте, пожалуйста, лайк на это видео, или там сравнение себя с остальными, она становится нестабильной. Но чем больше вы опираетесь на свои собственные принципы и реальные поступки, тем устойчивее у вас становится отношение к самому себе. Элементарно. Практическое упражнение. Берем лист бумаги и делим его на две колонки. В первую запишите все, что сейчас зависит, от чего зависит сейчас ваша самооценка. Деньги, внешность, мнение окружающих, просто вот реально, как вы себе это представляете. А во вторую колонку записывайте то, что действительно зависит от вас. Может быть, это честность, ответственность, дисциплина, может быть, это забота о близких, может быть, это умение вовремя и очень четко найти анекдот на тему. Кстати говоря, анекдот. Приезжают как-то пожарные в полицейский участок. Я шучу. Чем больше пунктов окажется во второй колонке, тем устойчивее станет ваше отношение к себе. Да даже если их будет меньше, если вы реально найдете то, от чего зависит ваша самооценка, то есть то, что действительно зависит от вас, это уже на несколько пунктов поднимет ваше состояние, ваше настроение, вашу энергетику, если угодно. Надо как-то с вами провести энергетический сеанс, энергетическое восстановление. Я же практически психолог. Потихонечку схожу с ума. Так, теперь давайте разберем, почему самооценка становится низкой. Что это становится низкой? Было уже все вроде ничего. Самооценка не появляется в готовом виде. Очень многое не появляется в готовом виде, а всегда находятся комментаторы, которые пишут, что уверенность — это врожденная черта мозга. Лол. Чуваки, почитайте учебники психологии. Самооценка постепенно складывается из множества повторяющихся событий. Если вы регулярно сталкиваетесь с критикой, обесцениванием, сравнением или, например, игнорированием своих достижений, что, кстати, вот одно из самых мерзких, мозг начинает воспринимать подобное отношение как норму. Более того, со временем внешние оценки начинают превращаться во внутренний голос, который автоматически комментирует вообще любое действие. У меня, кстати, по этому поводу есть ролики, так что заглядывайте на канал, там посмотрите, много интересного. Короче говоря, в таком случае в определенный момент вы перестаете замечать, как оцениваете себя словами, которые вы вообще когда-то слышали от других людей. То есть, вот если очень грубо и просто говоря, вы чувствуете себя неуверенно, потому что какой-то чел, который вообще пропал сейчас из твоей жизни, никакого отношения к тебе не имеет, когда-то тебе сказал, что ты лошара. И ты теперь такой: я лошара. С какого перепугу-то? А вот ты не помнишь этого момента, то есть просто это автоматически происходит. То есть очень просто переписывать мозг на самом деле. Если ты, осознанный человек и наблюдаешь за этим. А если ты за этим не наблюдаешь и пускаешь это на самотек, вот ты там, знаешь, сколько всего запишут. Тебе поверх Мака поставят Linux, потом виртуальную машину. Это Linux, это беда. Вот у меня на этом компьютере Linux стоит, я замучился. Короче, один из главных механизмов формирования низкой самооценки — это
сравнение, постоянное сравнение. Причем, что самое замечательное, сравнение практически никогда не бывает объективным. Вообще, в принципе, что такое объективность, если, скажем, попробуйте почитать Каплана, посмотреть, поизучать материал. Вот если, в принципе, мозг ничего видеть не может, он просто интерпретирует, видят глаза. То есть весь этот мир, все, что мы видим, это интерпретация. Как мы можем вот с уверенностью сказать вообще хоть о чем-то? Дальше, какая происходит ошибка? Человек очень часто сопоставляет свои слабые стороны с сильными сторонами других людей, но при этом видит только внешнюю сторону жизни окружающих людей. В результате создается какое-то ложное ощущение, будто другие успешнее, сильнее, лучше, умнее, привлекательнее, увереннее. Такое сравнение не помогает развиваться. Запоминаем. Оно просто закрепляет ощущение собственной неполноценности, недостаточности и так далее. Если человек связывает свою ценность только с успехами, любая ошибка будет по-любому восприниматься как доказательство собственной несостоятельности. Постепенно начинает возникать там страх неудачи, это самое первое обычно идет. Из-за этого человек начинает избегать новые задачи. Потом это еще сильнее укрепляется низкая самооценка. Практическое упражнение. Каждый раз, когда вы ловите себя на сравнении себя с другим человеком, задаем себе один вопрос. Каких фактов о его жизни я не знаю? Обычно ответ, почти всех. Вот где попалась какая-то девчонка красивая, хорошенькая из Инстаграма, которая, значит, у нее и бюст у нее, так, и фигурка, и лоза, лицом ягодка. Просто невероятно. На дорогом Бентли ездит, живет в Дубаях. Откуда ты знаешь, что там, какое там подполье, что там происходит на самом деле? А может, она вообще все это а может, это не кто знает? А может, это и девочка, а может, на самом деле это скуф какой-нибудь там с VR-моделью. Не VR, как это называется? Вот в чем прикол. Это простейшее абсолютное упражнение, которое помогает перестать воспринимать чужую жизнь как объективный этанол. Эталон. Этанол, господи. Вот я горе-психолог. Итак, что действительно повышает самооценку? Первый шаг, самое основное, что нужно сделать, это различать личность и поступки. Ошибка говорит исключительно о том, что определенное действие оказалось неэффективным. Об этом, кстати, я прям в предыдущем ролике рассказывал. Там в описании я оставлю ссылочку на ролик, посмотрите обязательно, там очень полезно, к месту, между прочим. Ошибка не определяет ценность человека. Вот прям вбейте в голову. Если любое поражение, какой-то проступок или какая-то ошибка воспринимается как характеристика личности, самооценка по-любому снижается. Гораздо продуктивнее оценивать конкретные решения или там навыки, действия, оставляя собственную ценность неизменный. Такой подход позволяет исправить ошибки без постоянного чувства собственной неполноценности. То есть вы исправляете ошибки, но не травмируетесь при этом. И ошибки, кстати говоря, исправляются быстрее, когда ты перестаешь себе там что-то накручивать. Следующий принцип. Отказ от постоянной зависимости от чужого одобрения. Если ваше внутреннее состояние, настроение, там, чувство, ощущение себя и своей ценности определяется реакцией окружающих, человек теряет возможность самостоятельно оценивать себя. Похвала начинает приносить кратковременное облегчение, а критика становится просто какими-то любая критика фатальными ударами какими-то. Когда формируется устойчивая самооценка? Когда мнение других рассматривается как информация. Чужая оценка вполне может быть полезной, но она может быть и ошибочной. Она может быть эмоциональной, она может быть предвзятой. Но она ни в коем случае не должна становиться единственным источником представления о себе. Слышь, кот? Да, иди мой золотой. Это старший. Ты моя булочка. Ложись. Панкреатит. Лечу его. Но ему вроде лучше уже прям. Самооценка укрепляется действиями. Выполняя сложные задачи, развивая навыки и, преодолевая трудности, человек постепенно получает разные доказательства собственной компетентности и начинает больше доверять самому себе. Практическое упражнение. В конце каждого дня записывайте, прям можете поставить себе будильник, чтобы не забывать, 3 небольших действия, которые вы сегодня довели до конца. Абсолютно неважно, насколько они велики. Главное, ежедневно давать мозгу доказательства того, что вы способны выполнять обещания, данные самому себе. Теперь, как сохранить здоровую самооценку? Самооценка постоянно подвергается проверке внешними обстоятельствами. Это работает и туда, и туда. Ее устойчивость зависит самооценки не от отсутствия трудностей, а от способности правильно их интерпретировать. Одно и то же событие может одновременно восприниматься либо как временная местечковая неудача, либо как доказательство собственной никчемности. Именно способ объяснения происходящего определяет, сохранится ли уважение к себе после очередной ошибки. Очень важную роль играет способность замечать собственный прогресс. Очень многие оценивают себя просто по конечному результату. И при этом полностью игнорируют изменения, которые произошли в процессе, а это как раз гораздо важнее. Если внимание сосредоточено исключительно на идеальной цели, любое текущее состояние кажется недостаточным. Гораздо более эффективно сравнивать себя не с окружающими, а с собственной прошлой версией.
То есть, насколько я стал лучше, что я сумел, что у меня получилось. В этот раз гречка с тушенкой не пересоленная получилась. Вот если вы пользуетесь таким подходом, вы будете видеть реальные изменения. Более того, вы будете сохранять мотивацию и сможете построить более объективное представление о своих возможностях. Здоровая самооценка, внимание, остается гибкой. Здоровая самооценка позволяет признавать ошибки или слабые стороны свои без чувства унижения, спокойно воспринимать конструктивную критику и не связывать собственную ценность с отдельными успехами или, наоборот, ошибками. Практическое упражнение. Раз в неделю отвечайте себе на один вопрос. Что сегодня я умею или делаю лучше, чем раньше? Скажем, чем месяц назад. Даже небольшие изменения помогают переключить внимание с бесконечной гонки за идеалом, которого, к слову, не существует, на реальные результаты собственного развития. Короче, что можно сказать в заключении? Поднять самооценку за один день, разумеется, невозможно. Это результат постепенного изменения привычного мышления, способов оценки себя. Чем меньше человек зависит от случайных успехов, чужого одобрения или постоянных сравнений, тем устойчивее у него становится отношение к собственной личности. Высокая самооценка не означает ощущение собственного превосходства. Оно означает способность объективно видеть свои сильные и слабые стороны, признавать ошибки без самоуничтожения, развивать навыки без постоянного страха неудач и сохранять уважение к себе вне зависимости от временных жизненных обстоятельств. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Кстати, реально напишите, как у вас обстоят дела с самооценкой. Заходите к нам на стримы отдохнуть, посмотрим видосики, кино, ссылка в описании. Давайте я вам кота покажу, минутку.